Всем привет! Сегодня я решила показать, как я ухаживаю и слежу за Симкиной гигиеной. Какие процедуры наш особенок любит, а какие терпеть не может. А еще я расскажу историю разрушения его зубов и покажу уход за ними. Это наша тумбочка со всеми утренними принадлежностями. Чашечка с водой, зубной порошок, кокосовое масло, ватные диски и палочки, зубная щетка, ножнички, слюноотсос и поильник с водой. Тут у меня лежат пеленки, клеенки и на них кое-какие вещи. Позже покажу, зачем они. Утренние процедуры начинаются с умывания. Самая нелюбимая процедура Серафима. Теперь начинаем чистку зубов. Сима тоже не очень любит эту процедуру, хотя скорее он ее просто не понимает. Но вопрос чистки зубов для таких детишек очень важный, ведь лечить зубы можно только с наркозом, что очень нежелательно делать. Поэтому моя задача этого не допустить и хорошо чистить зубы 2 раза в день, как и все люди, утром и вечером. Стоматолог говорил мне, что очень важно, чтобы ребенок именно заснул с чистыми зубами. Поэтому 2-й раз мы чистим зубы сразу после вечерней порции смеси. Как вы уже заметили, передние зубы у Сибы не очень хорошие, но, к сожалению, это уже не исправить. Они начали портиться и крошиться в тот момент, когда мы лежали в больнице и боролись с эпилепсией. Нам было просто не до этого, а когда мы уже обратились к стоматологам, то они развели руками. Серебрить уже поздно и остается ухаживать и не допустить ухудшения. Все остальные зубы в норме. Я покупаю обычные щетки 0+, а вот обычная зубная паста нам не подойдет. Мы используем натуральный зубной порошок, который не нанесет вреда, если его проглотить, ведь Сима не может полоскать рот. Зубы начищены, и теперь можно убрать остатки порошка. Делаем мы это с помощью обычного слюноотсоса Тревин, который продается в любой аптеке. Я вынула из него губку-ограничитель и мою в проточной воде. Покупаю новый раз в полгода. Теперь мы пьем водичку. За день мы должны выпить примерно 2 таких поильничка. Одно время у нас было такое неприятное явление, как запор. Когда мы это побороли, могу однозначно сказать, что именно жидкостный баланс в организме играет в этом главную роль. Причем, если поначалу ребенок отказывается, не хочет пить водичку, то со временем он привыкает. И посмотрите на этого любителя попить. Справедливо заметить, что для нормального стула еще важно кушать много клетчатки. У нас сейчас преобладает кабачок со своего огорода. А еще физическая нагрузка. У нас это ЛФК и горка Домана. Сейчас будут еще одни неприятные процедуры. Чистим ушки и носик. Будем успокаиваться водичкой. Продолжаем процедуры и стрижем ноготочки. У Симы очень быстро растут ногти, постригаю я их через день. Я себя успокаиваю, что это от хорошего питания. Когда Сима вот так лежит у меня на кровати, то я всегда его раздеваю до трусиков, до принятия воздушных ванн. Не буду дразнить правила Ютуба, поэтому сегодня оставим Симу одетым, но памперс снимем. Обязательно причесываемся. Kız ben jigit жүреді. Ортақ болып тілегі, қыз бірақта шошақай көп нәрсені біледі. Теперь переходим к массажу тела. Расскажу про кокосовое масло. Большая банка у меня хранится в холодильнике, и из нее я периодически подливаю в эту маленькую баночку, которая всегда под рукой. У Симы очень сухая кожа. Ранее я использовала масло Johnson's Baby, затем я один раз купила дорогущий крем Эмолиум, он у меня закончился за неделю. Теперь я использую только кокосовое масло. Оно как-то идеально подошло именно для кожи Симы. Я делаю легкие поглаживания, мажу кокосовым маслицем, разминаю пальчики, ручки, ножки, делаю легкое ЛФК.
А теперь небольшой массаж ручек двумя предметами. Сначала колючая расческа, затем очень мягкий кролик. Этим мы завершаем утренние процедуры, после которых Сима будет отдыхать, а я позанимаюсь своими делами. Продолжаем тему ухода за телом. Когда мы собираемся на прогулку в солнечный день, я мажу Симу солнцезащитным кремом. Я даю ему витамин D, но кожа все равно должна побыть на солнышке. Сима гуляет много, особенно учитывая, что его тихий час сейчас проходит на улице. Еще у нас есть вот такое средство от комаров. К сожалению, вчера им не воспользовалась, так как думала, что их уже нет. И как результат укус на лбу. Мажем заживляющим кремом. Напоследок покажу вам, как мы купаемся. В жару это происходит каждый день, а в обычные дни раз в несколько дней. Мы пока купаемся в этом круге, но уже становится не очень удобно. В ближайшее время будем покупать специальный шезлонг для купания. Я мою Симу все той же натуральной косметикой. Мыло ручной работы, губка и шампунь. А в воду я добавляю хвойный экстракт по совету нашего эпилептолога. Сима очень хорошо относится к купанию, но вот когда его вынимаешь из воды, то настроение резко падает, он плохо переносит перепад температуры. После ванны я быстро вытираю его, снова наношу кокосовое масло и одеваю. И чтобы он перестал расстраиваться, сразу начинаю кормить заранее приготовленной едой. Если это происходит вечером, то смесью. Перед сном мы еще раз почистим зубы и будем укладываться спать. Вот таким образом я совершаю Симину гигиену каждый день. Спасибо большое магазину Биомания за все натуральные средства, которые мы получаем. Я очень ценю то, что у Серафимы больше нет аллергии. Кому интересно, то внизу под видео я оставлю ссылку на все товары, о которых я говорила в видео. Спасибо за просмотр. Обязательно напишите в комментариях, если вы досмотрели до конца. Мне будет очень интересно узнать, сколько вас. А также обязательно напишите в комментариях, как вы ухаживаете за своими детишками, любят ли они чистку зубов и не пропускаете ли вы эти процедуры, какими средствами вы пользуетесь, как часто купаетесь, сколько воды вы даете своим детям. Мне все это очень интересно, буду очень ждать. Пока.